трубе труба. Украинские дроны оставили друзей Путина без нефти. Любимая газета Трампа посоветовала ему, как поступить с Путиным. В ЕС усомнились, что Путин руководит страной, кто на самом деле принимает решения в Кремле. Говорил по-русски, кто пытается парализовать авиасообщение в европейских столицах. Очередной удар по российскому ВМФ. Украинский морской дрон уничтожил элиту Черноморского флота. Очередные перестановки в Киеве. После смены правительства кадровые изменения ждут офис президента. Россияне на фронте начали стрелять друг в друга. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Очередной удар по дружбе. ВСУ снова атаковали крупнейший российский нефтепровод. Минувшей ночью в Брянской области снова гремели взрывы. Украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию Унеча, ключевой узел магистрали «Дружба». Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, позывной «Мадьяр», отчитался об операции в Телеграм. Атака была подтверждена и министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Из-за удара поставки сырья в Словакию и Венгрию были снова приостановлены. Это уже 4-й удар по нефтепроводу в течение 2 недель. «Даешь ремонт за 48 часов», написал в своем посте командующий беспилотными системами Бровди. Но в Будапеште и Братиславе высказали мнение, что восстановление подачи сырья по магистрали возобновится не ранее, чем через 5 дней. Большинство комментаторов сходятся во мнении, что Украина повышает ставки в ходе переговорного процесса. Слишком много разговоров о том, что Путин уже выиграл гонку одним лишь фактом встречи с Трампом. Но Украина, по сути, доказывает: нет, Путин не победил. Мы все еще можем атаковать российскую инфраструктуру и нанести значительный ущерб. ВСУ сорвали не только поставки нефти друзьям Путина, Орбану и Фица, но и заблокировали десятки поездов. Ночь на 22 августа превратилась в настоящий кошмар для Воронежской области. На перегоне Россош-Сохрановка рухнул беспилотник, повредив контактную сеть. Результат – массовые сбои в движении поездов. В пресс-службе РЖД рапортовали: 71 поезд имел задержку в следовании до 5,5 часов. Переговоры о будущем Украины фактически сорваны. И это дело министра иностранных дел России. Об этом пишет Bloomberg. После встреч на Аляске и в Вашингтоне, звонка Трампа Путину, американские, украинские, европейские чиновники уже начали обсуждать послевоенные гарантии безопасности. Чего-то вроде 5-й статьи устава НАТО. Но тут вмешался Сергей Лавров. Российский министр заявил, что Москва должна участвовать в любых решениях о гарантиях безопасности Украины. И это фактически разрушает всю переговорную базу, считает издание. В ЕС вообще по этому поводу слышны издевки в сторону Москвы. Бывший премьер Литвы, а ныне еврокомиссар Андрюс Кубилюс язвительно высказался на тему того, кто рулит в Кремле. Кто настоящий хозяин в Кремле, Путин или Лавров? Как вообще можно о чем-то договариваться с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин пообещал Трампу на двухсторонней встрече? Похоже, европейские политики давно поняли, что с Путиным договариваться практически невозможно, вот только когда это осознают за океаном. Объяснить очевидное Трампу взялась его любимая газета. «Нью-Йорк Пост» вышла с красноречивой обложкой и призывает: пора давить на Москву. И давить там, где больнее всего – на экономику. Редакционная статья газеты напоминает: Трамп устроил саммит с Путиным на Аляске и через 3 дня собрал европейских лидеров в Белом доме. Цель – мир. Россия даже не обещает провести встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр иностранных дел Сергей Лавров, сторожевой пес Кремля, критикует Европу и преуменьшает значение дипломатических усилий.
Издание подсчитало, что только за несколько дней после саммита на Аляске Россия убила 14 украинских гражданских, а после встречи Трампа с Зеленским выпустила 270 беспилотников и 10 ракет. Рекорд августа. Путин понимает только язык денег. Российская экономика уже трещит из-за войны, инфляции и санкций, но пока Кремль не чувствует настоящего давления. Введение дополнительных санкций, ударяющих по Путину, по побочным рынкам, которые он использует для финансирования своей военной машины, вот что заставит его сесть за стол переговоров. Источники в Белом доме говорят, что именно с газеты «Нью-Йорк Пост» президент США начинает каждое свое утро. Может, эта статья поможет? Как думаете? Так называемая спецоперация начинает принимать неожиданный оборот для армии агрессора. В Херсонской области в очередной раз горит российская техника, но подожгли ее не бойцы ВСУ, а сами российские контрактники. Об этом сообщают партизаны из движения «Атэш». Агенты движения «Атэш» на Херсонском направлении уничтожают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции. Таким образом, они создают условия для возможного продвижения ВСУ. Речь идет о 24-м мотострелковом полку. А там назревает коллапс. Растет число отказников и тех, кто просто сбежал с позиций. Жестокие приказы командования, большие потери, солдаты оставлены без средств РЭП. Против украинских дронов у них нет ни шанса. Командование полностью теряет контроль. Ранее уже из российских источников стало известно о впечатляющей схеме саботажа в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой российской бригаде. Около 30 солдат и офицеров стреляли друг в друга ради получения денежных выплат и государственных наград. В пятницу утром была эвакуирована часть пассажирского терминала аэропорта Шопена в Варшаве. Причина – оставленный без присмотра багаж. Неспокойно и в Вильнюсском аэропорту. Тут уже 2 дня подряд по тревоге поднимали все соответствующие службы. 21 и 20 августа в информационный центр звонил неизвестный и оба раза заявлял о бомбе, которая якобы должна сработать в ближайшее время. Оба раза мужчина говорил по-русски. Силовики проверили терминал и, к счастью, ничего опасного не нашли. Работа аэропорта не пострадала, а личность звонившего пока неизвестна. Кроме того, в среду анонимные предупреждения поступали уже по электронной почте, но не только в аэропорт Вильнюса, а и Каунаса и Паланги. В этом случае угрозы тоже были ложными. Вечером 20 августа воздушное движение в столице Литвы даже временно останавливали из-за дрона вблизи города. А 21 августа Литва закрыла часть воздушного пространства у границы с Белоруссией перед учениями «Запад-2025». Польша тоже чувствует приближение этих учений. Накануне дрон, предположительно залетевший с территории Беларуси, упал в 70 километрах от Варшавы. Офис президента Украины накануне кадровой встряски. Его глава Андрей Ермак объявил о планах реформирования структуры ОП. В Телеграм он сообщил, что Владимир Зеленский проинформирован и дал добро на изменения. Сегодня я предложил президенту Украины реформировать офис президента. Идея в том, чтобы существенное количество работников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней, во всех департаментах, без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею. Ермак охарактеризовал ветеранов войны как мерило чести, морали и преданности Украине и подчеркнул, что их присутствие меняет темп работы. Они не ищут оправдания, они ищут решения, как достичь результата. Очередной удар по ВМФ РФ. О результатах очередной хитроумной операции сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. В Новороссийске украинский ударный морской дрон прорвался в бухту, хранилище остатков Черноморского флота РФ. Россияне попытались перехватить беспилотник, в результате он потерял связь с пунктом управления. Оккупационное командование отдало приказ поднять беспилотник для изучения. Для выполнения задачи привлекли 5 элитных водолазов-разведчиков Черноморского флота России из подразделения подводных диверсионных сил, известного высокой квалификацией и специальным оснащением. Но дрон сдетонировал, а группа оказалась полностью ликвидированной.
На 79-м году жизни скончался Ярослав Евдокимов, исполнитель песни «Фантазер» и множество иных хитов. Причиной кончины певца стал рак легких, сообщила его вдова. Родители Евдокимова были репрессированы. Мать, осужденную как украинскую националистку, будущий певец увидел только в возрасте 9 лет. 20 лет певец прожил в Беларуси, где и приобрел общесоюзную славу. Переехал в Москву после прихода к власти Лукашенко, которого не раз публично критиковал. Свою гражданскую позицию талантливый исполнитель проявлял и по отношению к режиму Путина. Евдокимов не скрывал своего отношения к аннексии Крыма и войне на Донбассе. Я обвиняю во всем Кремль. Я обвиняю во всем Путина. Я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Вы можете показывать, можете не показывать, это ваше дело. Потому что украинцы им никогда этого не простят. Эти слова гоп-компания припомнила певцу. Его подвергли публичной травле, а концерты стали отменять. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.